Здравствуйте, с вами Бадди. Мы продолжаем проходить Шерлока Холмса. С одним замечанием, что я около недели уже не играл, маленько подзабыл, я механику и все остальное. Но я помню, что мы закончили дело Черного Питера. Успешно-неуспешно вопрос спорный, но, по крайней мере, мы приобрели какой-то бесценный опыт и знаем теперь, что ошибиться в этой игре можно. Дает возможность исправить эту ошибку, что похвально. Так, у нас новое дело, что-то с исчезнувшим поездом. Что у меня проблемы с речью какие-то сегодня. Но будем их решать постепенно. Шерлок есть, Ватсон есть. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Поехали. Давайте сначала с Ватсоном поговорим. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Я думаю, Ватсон, игра нам не даст опоздать. My analysis table. It is useful for my work. Да, у нас новое дело, соответственно, мне нужно заново все осматривать. Будет ли та симпатичная толстая шалунья в окне? Да, ну что? Я пугаюсь, почему она там постоянно на меня смотрит? Это моя поклонница какая-то? Может, в каком-то из дел это выяснится? Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Look after Mrs. Hudson Хорошо, for us, дали ему Toby. указания, идем дальше смотреть. Может быть, можем что-то в энциклопедиях наших взять? Здесь нельзя. Здесь нельзя. А вот здесь можно. Письма какие-то получили мы. Давайте почитаем. От лондонской полиции не скрыться. Чудовищное убийство бывшего капитана Питера Керри, также известного как Черный Питер, раскрыто. Сведения, полученные Скотланд-Ярдом из надежного источника, недвусмысленно указали на то, что убийцей Питера Керри был Патрик Кернс, один из его подчиненных гарпунщиков. Этот опасный преступник был собственноручно пойман бравым инспектором Лестердом, одержавшим верх в рукопашной схватке. Патрик Кернс уже приговорен к смертной казни. СМИ такие СМИ. Как вы все-таки... искажаете реальность. Ну ладно, я там все поймал. И хук мой справа был тоже мой. Ладно, переодеваться не будем. Давайте, в принципе, наверное, отсюда уходить. Здесь больше нам делать нечего. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Ух ты, как быстро, неделю спустя. Неделя пролетела просто как мгновение. Вот так вот отдых и отпуск всегда и проходит. Ждешь, там... Я, кстати, параллельно попиваю кофеек, поэтому извините за посторонний шум. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight, it's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Мистика? Не думаю. It's Холмс. too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. А что ж так быстро-то события развиваются? Очень рано. 6 часов утра. Так, давайте посмотрим, что у нас по уликам. По заданиям. Раскройте тайну исчезнувшего поезда. Ну, мистично, но даже не догадываюсь, что там кто-то мог это провернуть. Только известный фокусник, который через стену китайскую проходил и заставит что угодно исчезнуть. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. И это совсем не Дэвид Блейн, как вы подумали. Так. Ну, давайте смотреть. Места что-то много, прям я не знаю даже куда пойти сначала. Давайте поговорим с Ватсоном. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Так, Ившем. Только одна точка. В Скотланд-Ярд поехать мы не можем. Осмотрите пути, где пролез поезд. Но мне просто интересно, пустят ли меня куда-нибудь? Нет, я не хочу уезжать. А, то есть понял, только я ухожу, ты мне говоришь, уезжать хочешь? Нет, не хочу. Ну вот такие вот невидимые стены. Давайте проверим, есть ли такая стена справа.
Может быть, можно просить. Да. Это лишь декорации. Ну, тем лучше для меня. Тем легче для меня, тем меньше осматривать территории мне. Так, ну давайте. Сразу включаю какое-нибудь зрение, мало ли чего. Так, здесь толком осматривать-то нечего, да, получается? Да. Всего лишь декорация. И вот мы уже на путях. Если я не ошибаюсь, нам туда. Давайте сначала сюда сходим. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ну ладно, так он прям заставляет меня. Смотрите, Ватсон провалился под землю. Ватсона тащат в ад, я спасу тебя, Ватсон. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Баги. Тот, кто играл в Testament за Sherlock Holmes, тот знает, что Ватсон весьма может быть опасным существом в этой игре. Знаменитый баг, когда Ватсон просто и Ватсона нет, а потом он появляется все за спиной. Там. Ну пошли осмотреть место исчезновения поезда. На всякий случай включу, мало ли чего увижу. Так, F. Воображать, представить себе предметы и события, но только в ограниченных ситуациях. Скриптовых имеется в виду. This is the place where we saw the train vanish last night. Хорошо. Давайте осматривать. Railway sleepers, nothing unusual. Railway sleepers, nothing unusual. Ладно, а там что за разлитая бутылка с A чем-то? discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. А чё толку, что я тогда The смотрел? rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Хорошо, пока игра ведет меня за руку. Найдите карту окрестности, она поможет в расследовании. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ну ладно, значит мы идем обратно к станции. Место в принципе небольшое. Здесь могу пройти, нет? Нет. Ох, эти невидимые стены. Ну, в принципе, игра не про свободу действий, и удивляться ей не стоит. Тут сразу появился начальник станции. А вот здесь я не был. А могу пройти. А ну-ка посмотрим. Что тут интересного для меня? Я надеюсь, сделаю это законно. Так, сообщение всем станциям. Мистер Робинсон находится на станции Бридлингтон. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Хорошо. Это уже улика. Это уже достижение. Состав поезда. От Ноттингема до Лондона. Локомотив. Первый класс. Постл-вагон. Специальный вагон заказан мистером Робинсом. Второй Here's класс. the train set. Мистер Робинсон какой-то крутой чувак. Хорошо. Так, это у нас улички, да, пошли? Исчезнувший поезд имел следующий состав. Локомотив, вагон для перевозки угля, вагон первого класса, почтовый и специальный вагон второго класса. Ладно, это важно для наших A диалогов. telegraph. Так, больше я ничего не вижу, но у меня есть вот такое вот чутье, которое, к сожалению, мне ничем не пригодилось. Да, здесь нужно включать вид от первого лица, и в дальнейшем я так и буду делать.
Так, я еще раз проверю, чтобы я здесь все взял. Да. Все, теперь мы можем уже общаться с начальником станции более предметно. Но он явно тут замешан. Не нравится мне его морда. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Ты мне не нравишься, чувачок, вот, честно. Вот. Моя Шерлок интуиция 10 баллов из 10, что ты тут замешан. Ставлю 50 рублей. Так, ну давайте осматривать его. Родинка, нет? Так, нашел. Седые волосы. Так, часы вот эти явно что-то значат. Грязь на руках. Пятна грязи. Обручальное колечко. Обручальное кольцо. Непростое предложение. 2 сердец, 1 сплетение. Так, значок смотрителя. Ну, давай начнем отсюда. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. А я уже взял. Я уже захватил. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Ну, это явно связано с мистером Робинсоном и то, что он перевозил. Золотишко, поди, перевозил, награбленное. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Ватсон, ваши мысли? The whole train just disappeared. Да хватит It's уже тут unbelievable. удивляться. The entire train has disappeared. It's a disaster. Так, ну давайте смотреть, что у нас по заданиям. Узнаете, что перевозили специально в вагоне. Попробуем. Личность начальника станции. Да, как я и думал, здесь будут указаны все персонажи. Со всех дел. Ему лет 60, долгое время был женат, свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду. Его почетный значок начальника станции свидетельствует о долгой службе. Выражает всем своим видом желание тихой, стабильной жизни. Как я его понимаю. Так, что у нас здесь за место? Я здесь не был. I was not here. Давайте от первого лица все осмотрим. Так будет нам с вами поудобнее. Railway post bags. Включим-ка мы с вами зрение Бэтмена. Скоро новый Бэтмен выходит. Что-то как-то... Я и прошлое не играл. Как-то мне эта игра совсем не привлекает. Не знаю почему. Так, ладно. Пошли возьмем карту. Может быть, это нам прольет свет на нужные нам вещи. Так, где я видел карту? Вот я видел карту. Нет, это не карта. Так, мне карта нужна, чувачки. Он сказал, где-то возьмите карту. Так, подожди. Найдите карту окрестности, она поможет в расследованию. Что-то я подтуплю. Он сказал, в зале ожидания возьмите карту. Вот. Это она. Ну, похоже же на карту. Ладно, сейчас найдем. Не паниковать. Вот же зал ожидания. Ядрить, сколотить. Ватсон, не мешай. Да, Ватсон, ядрить тебя налево. Спасибо. Так,
карты не вижу. Да, давайте пройдем все просто окрестности, может где-то карту найдем. Может быть у нас разные понятия о зале ожидания? Вот оно. This map will be useful. Так, и какой мы делаем отсюда вывод? У нас есть Ноттингем, у нас есть Ившин, где мы с вами находимся, поезд сейчас здесь. Рядом карьер какой-то, что немаловажно. Озерцо. И, в принципе, наверное, все, да? Да, окружная карта железных дорог, найденная на станции Ившин. Хорошо. Я так понимаю, может теперь куда-то переехать. Что она нам дала-то? Ничего она нам не дала. Ватсон, ваши мысли? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Завязывай. Так, может быть его спросить надо? Да. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Хорошо, у нас появилась новая задача — собрать информацию о пассажирах. Через станцию Ившин получил телеграмму о том, что поезд задержится за проблем с пассажирами на станции Бридлингтон. Спросить? Спросили же вроде у него. Появилась новая локация, в принципе. С тобой мы пообщались. Мне интересно, может быть, я что-то еще здесь пропускаю. Так, здесь же... Нет, здесь я не был, друзья мои. Давайте смотреть. Ничего интересного, да? This part is probably from a locomotive. Locomotive. An old locomotive bell. This place serves as a storage area for the station. Да тут не надо быть дедуктивным мастером, чтобы это This понять. part is probably from a locomotive. Мне так нравится это слово locomotive. Так, ничего здесь не видно, в принципе, ничего интересного, судя по всему. Ну ладно. Здесь 2 пачки героина, но это никого не интересует. Так, давайте еще быстренько осмотрим этот складик. Не складик, а что тут? Какая-то куча каких-то вещей. Может ли это быть для меня интересно? Нет, судя по всему. Ну и сюда меня тоже не пустят, да? Да. Тогда отправляемся в Бридлингтон. Давайте посмотрим, что у нас в дедуктивном анализе. Пока ничего, я так понимаю, да? Нет, давайте попробуем уже что-то связать. Поезд вместе с людьми. Нет, да? Пока связей никаких. И это замечательно. Так, и вот она, станция Бридлингтон. Так, давайте осмотримся сразу, что, куда, зачем и сколько. Как далеко меня пустят здесь ходить. Давайте сначала на улице походим. Посмотрим, что тут и как. Может быть, можно поговорить с этим молодым, немолодым человеком. Просто сидит, смотрит в стену. Обычное занятие людей на станции Бридлингтон. Так, могу ли пройти сюда? Нет, да? Да, маленькая мертвая локация. Ну, понятно, эта игра не про то. Здесь ты только должен найти то, что для тебя требуется. Так, это у нас здесь для багажа, да, комната? Давайте сразу ее осмотрим. Railway post bags. Так, здесь ничего интересного. Музейки могут меня заинтересовать. Но ни одна из них не активна. А если мы включим зрение Бэтмена, тоже ничего не найдем, да? Мы проходим на улицу. Ладно, пока это помещение оставляем.
Так, что у нас здесь? Ватсон, ты откуда там уже взялся? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ну, блин, могли бы мы побольше всяких разных реплик написать. Чувачок, ну что ж ты мешаешь-то мне? Ты же помощник мой, а такое ощущение, что наоборот мне мешать пришел тут. Так, ну. Ага. Все. Назад дороги, что называется. Я думал, тут этот косарочек можно осмотреть. Ладно, отправляемся тогда прямиком отсюда к начальнику станции Бридлингтон. Какой-то чувачок сидит, уверенный в себе явно. Не мистер ли это Робинсон? Давай начнем с тебя. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Так, сразу составим словесный портрет. Какой-то он деструктивный паренек. Рабочая одежда. Дешевый билет. Женат. Так, грубая одежда. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Не случайно. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. It's a scandal. Так, An я так absolute понимаю, outrage. что иностранца тупо похитили, да? Ладно, вы кто? А вот и мистер Робинсон, собственной персоной. Я вас сразу узнал. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Давайте сразу его осмотрим, но то, что он будет таким очень неприятной мордой, мы сразу это поняли. Так, давайте смотреть. Шляпа австралийская. На кенгуру охотился. Так. Дорогая одежда. Большое пузо, но это не в списке. Дорогие туфли. Кожа крокодила. Это к чему нас должно привести? Что у него кожа крокодила? Так, что-то... Вот здесь нет? Что-то я упускаю. Большое золотое кольцо. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost.
along with the train and my prototype. What do you know about the Barkazis company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Ну, понятно, его The просто ticket отвлекли. inspector forced all the passengers from the train, except for the directors of the Barkazis Chilean company. Это очень важно. У нас появились цепочки связи. А куда делся сам этот начальник станции-то? I will not move from here until I receive my refund. Давайте осмотрим то, что мы уже получили. Так, это у нас все есть. Робинсон сошел с поезда. Ну, его отвлекли, я понял. Это и так понятно. Директор компании Баркас предложил ехать в поезде после станции Блинктон, на которой высадили остальных пассажиров. Халясё. Так. У нас появилось 3 человека. Да, в этом деле. Судя по рукам и одежде, он является специалистом рабочим. Нет багажа, едет один, не путешествует, не в отпуске с женой. Ездит этим поездом каждый день на работу и обратно. Он привык к железной дороге и должен знать станции и состоятельных граждан, пассажиров, постоянных. Робинсон. Состоятельный человек, высоко ценится обществом, на что указывает дорогая одежда и золотое кольцо. Австралийская шляпа и туфли из крокодиловой кожи выдают в нем иностранца. Возможно, он в деловой поездке. Так, что-нибудь новое скажешь? Нет, да? Ну-ка, ладно, пошли сразу к начальнику станции. Будем немножко тебя пытать. Так, вот у нас есть интересная вещь, которую я обнаружил совершенно случайно. Завалилась за щелочку. Томас Л. Робинсон застраховал свой прототип автономный электрический генератор. Настоящим полисом гарантируется возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Максимальная сумма выплаты 15 тысяч фунтов. Срок действия 1 год, возможно продление. Но у меня сразу, как только мы с ним начали говорить, появилась мысль, а может быть он за страховочку-то свой прототипик-то вместе с чилийскими директорами-то и инсценировал. Спросить. Начальник станции получил телеграмму о том, что поезд задержится за проблем с пассажиром на станции. Это понятно, надо спросить у этого паренька. Так. Вовремя листочек-то нашел, да, так? Можно сказать, что случайно. Спрашивается, почему он здесь я его нашел, а не где-то еще. Так, здесь ничего интересного. Ладно, давайте начинаем общаться с этим пареньком. Он здесь, судя по всему, единственный. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Тогда сначала составим портрет его, чтобы уже общаться с ним более предметно. Молодой. Это видно сразу. Чистая одежда. Тоже заметно. Инструкции. То есть
Зеленый мастер, который идет чисто по инструкции. 5 на чернил. 5 на чернил к чему-то нам должны привести. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Давайте опровергнем его. Так. Сообщение начальника секретное. Так. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Так, Честерфилд, железнодорожная станция, поезд прибыл 0:30, отправился на 0:35. Понятно, там будем выяснять все дальше. Так, здесь у нас получается больше заданий по большому счету нету. Но мы сначала поговорим с Робинсом о страховке. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. I will not move from here until I receive my Для refund. этого придется пошариться в его багаже. It's a scandal. An absolute outrage. Ну хорошо, у нас есть зацепки, у нас есть дедуктивные выводы, уже какие-то, которые мы можем сделать вывод. На основе полученных доказательств у нас есть возможность
посмотреть багаж Робинсона. У нас есть возможность еще выйти на улицу, там что-то посмотреть. И у нас есть новая станция Честерфилд. Очень много что у нас есть, но всем этим заниматься мы будем в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был AnyBuddyPlay. Все, пока. Пока.